1,5 года назад, прожив в Словении всего 3 месяца, мы выложили одно из первых видео на нашем YouTube-канале, посвященное плюсам и минусам этой удивительной страны. Тогда, многого еще не зная и со многим не сталкиваясь, мы решили сразу же и по-свежему записать все наши мысли и ощущения, чтобы потом, со временем, нам было с чем сравнивать, анализировать, а возможно, что-то добавлять. Да, ребят, изменилось действительно немало. За практически 2 года после того нашего первого видео прошло, кажется, лет 5 по численности событий. Мы продолжаем совершенствовать словенский язык и уже без проблем объясняемся с местными и решаем уже сопутствующие вопросы и продолжаем совершенствовать его. Да, мы много путешествовали по этой стране, мы больше узнавали о ее городках и местных жителях, с одним из которых мы записали интервью, спросив о его собственных плюсах и минусах жизни здесь. Мы переехали из маленького поселка недалеко от Любляны во второй по величине город Марибор, обзавелись там множеством знакомств как со словенцами, так и с украинцами. И всегда при первой возможности мы всегда спрашиваем у людей, а как вам живется в этой стране, в Словении? Мы определились, чем именно хотим здесь заниматься в дальнейшем и в ближайшем будущем, и усиленно идем к своей цели. Мы решили записать этот выпуск, зная точно, что информация, которую вы услышите, вам точно пригодится. Конечно, с нашего первого выпуска, посвященного плюсам и минусам Словении, что-то изменилось, что-то осталось прежним, но любовь к этой стране вдохновляет и помогает идти дальше, невзирая на какие-либо трудности, иногда появляющиеся на пути. Есть то, что остается по-прежнему для нас неизменным. Это великолепная природа, к которой невозможно привыкнуть. Когда мы только приехали в Словению и ехали из Любляны в Содражицу на просмотр первой квартиры, по всей протяженности дороги мы не могли отвести взгляд от сочности и красок за окном автомобиля. Казалось, что ничего красивее мы не видели, хотя до этого путешествовали много где. Тогда мы смотрели на людей, живущих в таких поселках среди гор, и задавали себе вопрос: а можно ли когда-либо привыкнуть к такой красоте? Неужели однажды можно перестать обращать на это внимание? И нет, друзья, не в нашем случае. Мы каждый день любуемся Словенией, эта страна нас очень наполняет изнутри и дает энергию. Про море, реки и озера, думаем, вы уже и так знаете, если смотрели наше первое видео и читали информацию о стране. А сегодня мы специально приехали показать вам одно из наших любимейших мест в Словении, которое между собой называем маленькой Швейцарией, и имя ему Лагарская долина. Это одна из самых красивых альпийских ледниковых долин Европы, которая каждый раз нас покоряет своим величием. Здесь мы любим гулять пешком, начиная от самого ее начала, затем обязательно в нашей программе посидеть у 2 водопадов, один из которых известный под названием Ринка. Он очень атмосферный. А рядом с ним наверху есть старое кафе «Орлиное гнездо». В теплое время года здесь можно взять кофе и насладиться времяпрепровождением. Но еще больше мы любим пить кофе именно в отеле «Плесник», который находится на территории долины. Здесь не только вкусные блюда, но и хорошие номера для отдыха, а также есть спа-центр и занятия йогой и медитациями. А перед отелем находится природный пруд, где можно купаться и отдыхать, а также есть босая тропа Кнайпа, которая имеет множество энергетических точек. Именно здесь часто снимают рекламу для известных мировых брендов. Еще бы, такая-то красота! Лагарская долина – это одна из 3 долин Солчавского края, но мы рекомендуем посетить еще и 2 других – это Рабанов кот и Матков кот. А дорога, ведущая к ним, называется Панорамной, прогуливаясь по которой вы сможете купить домашние сыры и другие молочные продукты прямо в придорожных автоматах. Вторым плюсом для нас по-прежнему остается безопасность, но есть небольшие поправки. Да, если сравнивать Словению со множеством других стран и с той же Украиной, разумеется, до 2022 года, то здесь очень безопасно. За все время проживания здесь мы редко когда слышали о тяжелых преступлениях.
Единственное, что после открытия границ Хорватии в 2023 году в Словению стало приезжать больше мигрантов из разных стран, которые, как мы иногда видим в сводках новостей, что-то крадут. Поэтому лишний раз держите ухо востро, так сказать, но чрезмерно не переживайте. Знаете, что еще удивляет? Словенцы любят много пить пива и вина, но никогда мы не видели такого, чтобы на улицах были какие-то пьяные драки или проявлялось хамское и неуважительное отношение. Да что там говорить, ни разу ни с кем мы здесь даже не ругались и не выясняли каких-либо отношений. Здесь царит максимально уважительное и доброжелательное отношение со стороны местных. Кстати, что еще удивило? Что даже водители в автобусах при оплате проезда говорят спасибо и улыбаются. Следующий для нас плюс – это хорошее разнообразие вкусных вегетарианских продуктов, которого не было в Украине. Но тут же сразу вытекает и минус – их дороговизна. К примеру, если мясо здесь стоит от 8 до 12 евро за килограмм, то веганские продукты стартуют от 15. Но при этом в Словении есть хорошие акционные предложения. Например, супермаркеты Spar еженедельно делают разовую скидку минус 25% на любой продукт, плюс каждую пятницу или субботу добавляется минус 10% к общему чеку, что очень выгодно, если делать недельные большие закупки. Славянский язык мы также считаем большим преимуществом для переезда именно для славян, так как он учится гораздо быстрее, чем другие иностранные. В любой новой стране, чтобы работать на хорошей специальности, нужно что? Правильно, помимо опыта и квалификации нужно знать местный язык. А готовы ли вы потратить минимум 5-7 лет жизни, чтобы изучить тот же французский или немецкий до профессионального уровня? Не уверен, что всем это подойдет. Здесь же в ситуации со славянским языком все проще. Я ни в коем случае не говорю, что он супер легкий. В нем есть свои сложности, и зачастую в самом начале его изучения многие сталкиваются с проблемой, когда слышат отдельно какие-то похожие слова, но в контексте совсем не понимают, что им хотели донести. В славянском языке основную проблему для изучения у большинства играет двоина, то есть двойственное число, помимо единственного и множественного, как у нас. Это когда о двух людях или предметах нужно говорить в определенной грамматической конструкции. Также сложностью являются славянские падежи. Но тем не менее, если вы не полиглот, то настоятельно рекомендуем присмотреться именно к этой стране из-за наличия славянского языка, который, несмотря на эти две сложные темы, учится гораздо быстрее других. А теперь о важном. С этого момента вы можете написать нам в Telegram, если хотите арендовать или купить жилье в Словении, а также, если нуждаетесь в помощи по оформлению документов с временной защитой, финансовым выплатам или устройству детей в сады и школы. Также это может быть сопровождение в любые административные единицы и тому подобное. Мы трудоустроились в одно из славянских агентств недвижимости переводчиком и маркетологом, открыли свое СП, наш ФОП другими словами, и теперь готовы поработать с вами лично. Если вы только планируете сюда свой переезд, вы можете заказать у нас консультацию по всем ключевым адаптационным моментам. Контакты для связи оставляем в описании под видео. Знаете, только въезжая в Словению, сразу умиляешься этим бездонным зеленым долинам, которые всегда ухожены и идеально выстрижены. В городах и даже селах очень чисто, а объездили мы их много. Здесь люди не привыкли сорить. Наверное, никогда мы не видели такого, чтобы кто-то шел и выбросил бумажку среди дороги. Это не про словенцев. Они относятся к окружающей среде как к своему дому. И такое отношение им прививают еще со школьной скамьи. И да, здесь не часто можно увидеть дворников, в основном мы видим работников коммунальных служб, которые высаживают цветы. И в стране при этом чисто. Когда мы ехали жить в Европу, то думали, что еда здесь будет пластиковая и не такая вкусная, как у нас. Но на деле оказалось, что все наоборот. Да, в магазинах овощи, фрукты и молочные продукты достаточно обычные, но есть и фермерские рынки и разные точки, куда привозят домашние продукты прямо из ферм. В Словении очень вкусный домашний творог, сметана, сыр, фрукты и овощи. Но и в магазинах можно найти полки с фермерской едой. Да, зачастую она несколько дороже, но оно того стоит. Если в Украине велосипеды мы брали изредка в аренду для того, чтобы покататься где-нибудь в парке, то в Словении это незаменимая вещь. Во всех городах есть велосипедные дорожки, что очень упрощает перемещение. Даже на работу люди постоянно ездят на них, ведь это экономия проезда, так многие берегут природу, не загрязняя ее выхлопами от машин. Это удобно, плюс не нужно оплачивать парковку.
В Словении есть и длинные международные велотропы, ведущие в другие страны. Поэтому, если вы любите кататься на великах, то будьте уверены, вам здесь понравится. Из основных плюсов для нас это все. Теперь давайте подробнее поговорим о минусах. В старом выпуске, который мы снимали, прожив всего 3 месяца в Словении, мы выделили их не так много, упомянув дорогую недвижимость на покупку, неработающие магазины по воскресеньям и дефицит хорошего черного чая в супермаркетах. Сейчас мы даже смеемся с этого, так как уже не видим в этом таких проблем. Теперь мы выделили для себя минусы посущественнее, о которых, конечно, хотим вам рассказать. Но давайте по порядку. Что касается дорогой недвижимости на покупку, то да, разумеется, она дороже, чем в Украине, но купить ее более чем реально. Более сложно дела обстоят с покупкой жилья на физлицо, и об этом хочется упомянуть. Не имея гражданства Евросоюза, купить жилье здесь можно только на юридическое лицо, открыв фирму. Но для украинцев здесь сделали возможность покупки жилья и на физлицо. Если хотите узнать более подробно об этом, пишите нам директ в Instagram. Также мы ранее говорили о том, что неработающие магазины по воскресеньям уже совершенно не кажутся проблемой. Мы полностью перестроились и даже это оценили. Почему? Смотрите сами. Можно закупаться в пятницу или субботу, имея хорошую дополнительную скидку в том же Шпаре, а в воскресенье уже заниматься своими делами и времяпрепровождением с семьей, не думая о покупках. Это как минимум удобно. Но если все же вам что-нибудь понадобится, то в Мариборе есть несколько дежурных магазинчиков, работающих по воскресеньям. Ну и какую-то мелочь можно докупить на заправках. А еще знаем, что такие магазины точно имеются в Любляне и в Целье. Плюс классно, что в этот день никто не позвонит по работе или каким-то другим делам, которые могут подождать до понедельника, ведь это дурной тон. Ну а с черным чаем совсем уже таких проблем нет. Да, в супермаркетах, даже больших, по-прежнему хорошего ассортимента вы не найдете, но лично мы нашли специализированные чайные магазинчики, в которых покупаем хороший чай или же ходим в магазины Чебурашка или в Миксмаркт за нашими чаями, к которым мы так привыкли, живя в Украине. А что касается новых минусов, то выделим такие. Мы будем рассказывать о тех сферах, с которыми сталкивались, чтобы было по-честному. Ну, начнем, конечно же, с бьюти-индустрии. Славянских мастеров здесь достаточно много, но разумеется, что сервис и качество услуг наших нам нравятся в разы больше. Но есть проблемка, их здесь немного. И те в основном живут только в столице Любляне. Поэтому, живя в Мариборе, не так просто найти подходящего мастера среди местных. Хорошие мастера бьюти-индустрии, переезжайте к нам в Марибор, вы нам здесь очень нужны. Также сложно найти хорошего украина или русскоговорящего юриста или бухгалтера, и при этом их здесь единицы. Теперь, что касается врачей. Ситуация еще сложнее, так как 90% врачей здесь местные. Я не говорю, что они плохие, просто если вы не знаете английского и славянского, то первое время придется очень сложно, ведь будет присутствовать языковой барьер. В государственных клиниках ждать приема долго – это минус, а в частных минус – это цена. Вот, к примеру, поставить пломбу в хорошей частной стоматологической клинике будет стоить от 80 евро. Опять же, любые капли в глаза, кроме тех, которые увлажняют, нужно покупать по рецепту в аптеке. Без него вам их не продадут. Как-то у меня был конъюнктивит, я лечилась дома старым дедовским способом, чайными пакетиками и ромашечкой. До того момента, пока мне не передали капли из Украины. Хочу сказать, что попасть на прием к врачу здесь дело не такое уж и быстрое, но если что-то серьезное, то, конечно же, примут как можно скорее. Кстати, у нас есть чек-лист, в котором мы собрали более 50 украино- и русскоговорящих специалистов в Словении из разных сфер деятельности. И чтобы приобрести его, вы можете написать нам в директ в Instagram. Что касается ремонта машин, здесь дела тоже обстоят непросто. Найти хорошего мастера очень сложно, но реально. И мы с этим справились. Правда, иногда к нему нужно будет ехать в другой город или устранять проблемы у разных мастеров, так как они здесь узкопрофильные. Далее поговорим о строителях и мастерах по ремонту бытовой техники. Обращались к словенцам много раз, делали хорошо, но зачастую их долго нужно ждать и стоят они дорого, так как за 10-минутный ремонт газового котла мы отдали 100 евро. И к слову, такие мастера здесь зарабатывают очень хорошо и имеют большой спрос.
Возможно, мы кого-то удивим, но не во всех, даже хороших ресторанах будет новый ремонт, хорошая посуда и качественное обслуживание. Здесь ко многому относится проще. Часто бывает такое, что могут принести грязный или треснувший стакан, чашку или тарелку. Но если попросите заменить, сделают это без проблем. И если вначале нас это очень удивило, то сейчас мы уже привыкли и не обращаем на это особого внимания. У людей здесь абсолютно другие ценности. И так как мы уже часть этого общества, то и у нас уже тоже. Здесь все достаточно медленно. С первых дней нашего приезда в эту страну мы стали замечать, насколько здесь замедлился темп жизни в сравнении с Украиной. Там было нужно быстро принимать решения, куда-то бежать и совершенствоваться, чтобы не отставать от новых тенденций. Здесь же другая история, совершенно другой образ жизни и мышления, хотя, казалось бы, те же славяне. Решения здесь принимаются медленно, будь то устройство на работу, сдача квартиры или скорость подготовки документов. Если ты на что-то сразу быстро соглашаешься, это может их отпугнуть и показаться легкомысленностью. Так что изначально нужно взять время для того, чтобы подумать и принять решение. Но если говорить об аренде жилья, то соглашайтесь сразу, если вам все подходит, иначе кто-то вас может опередить. Следующий минус – это недержание своего слова. Из нашего опыта и опыта наших знакомых бывали такие случаи, когда местные что-то обещали и не выполняли. Это может касаться абсолютно разных ситуаций. И знаете, почему так может происходить? Люди не умеют говорить правду в лицо, и часто, если вы им не подходите, они вам лично об этом не скажут, а пообещают перезвонить, и на этом вся история закончится. А все дело в том, что они боятся или попросту не хотят вас обидеть. К сожалению, это очень распространенная ситуация здесь, когда люди вам улыбаются, а вот что они думают на самом деле – это вопрос. Не так давно мы снимали выпуск со словенцем, и он лично это подтвердил, относя это качество к минусам и некой особенности многих словенцев. Вкратце расскажем о налогах. Они здесь высокие. Для примера, если вы здесь откроете свое СП, нашими словами ФОП, то ежемесячно вы будете платить 600 евро. Но для первых 2 лет будет действовать скидка, а также нужно еще учитывать оплату годового процента. Также вы можете открыть ДОО по типу нашего ТОВ, но для этого вам нужно будет изначально внести 7500 евро установок капитала. Думаем? Нет. Уверены, что со временем мы будем наполнять еще этот список плюсов и минусов. А пока предлагаем и вам написать в комментариях о своих. Что могли бы вы сюда добавить, к чему удалось привыкнуть, а к чему нет. Ну и, конечно, подводя итог, обязаны сказать, что видеть минусы – это вполне нормально. Это тоже опыт, который вы проживаете. Если видеть одни только плюсы, это говорит о том, что вы находитесь здесь еще на стадии туриста и не сильно-то и заглядывали за призму другой стороны. И только со временем, прожив здесь не только радости, но и горести, какие-то печали и разочарования, можно снова задать себе один вопрос. А я точно готов жить здесь? Мы по-прежнему влюблены в эту прекрасную зеленую страну, в ощущение дома, в бездонные озера, в теплое, ласковое море, в улыбчивых и радушных людей, даже пускай и не всегда говорящих то, что хотелось бы услышать. В чудесное отношение к детям, в бережное отношение к природе, в трудолюбие и умение отдыхать, взбираться в горы в 80 лет наравне с внуками и правнуками и размеренно пить кофе в 7 утра перед работой или опрокидывать бутылочку пива с друзьями на пенсии. А еще мы влюблены в наше постоянное развитие, начиная с самого нуля, в каждое новое свершение, в знакомство с классными, открытыми людьми и в стремление счастливо жить здесь, в Словении.